Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса Baby Gnome. Будем с вами вязать вот такого вот малыша-гномика, который получается в длину 27 сантиметров. Ножки с обувью, туловище и голова вяжутся одной деталькой. Ручки, ушки вязываются по ходу вязания. Жилеточка съемная. Колпачок зафиксирован на голове игрушки несколькими стежками. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой игрушки. Плюшевая пряжа 4 цветов. Сейчас я вам расскажу, какие я использовала номера. В этот раз я буду использовать те же самые цвета, только поменяю местами. То есть там, где был красный, будет зеленый, там, где зеленый, будет на этот раз красный. Итак, нам понадобится плюшевая пряжа бежевого цвета для вязания ручек, ушек и головы. Под номером у меня это 80333. Можно еще использовать под номером 80353 Гималая Dolphin Baby. Нам понадобится зеленого цвета, это под номером 80331. Нам понадобится красный цвет, это номер 80318, и белый цвет 80301. Кстати, вот он, этот цвет, используя для вязания головы, ушек и ручек, можно под номером 80353. Либо же вот тот, который я буду использовать, 80333. Каждого цвета нам понадобится совсем чуть-чуть, меньше половины мотка Гималая Dolphin Baby. Еще нам понадобится не плюшевая пряжа, ворсистая вот такая. Вот это у меня турецкая пряжа Панда. Можно заменить ее Alize Softy, либо любой другой похожий на это. Либо, если нет ворсистых пряж, то можно просто использовать плюшевую пряжу белого цвета. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Вспомогательный крючок помощник меньшего размера у меня это под номером 2. Ножницы, маркеры для отметки новых рядов, швейная игла, швейная нить. Ей мы будем делать утяжку на лице гномика. Также нам понадобится красного цвета. Если вы тоже будете колпак вязать красного цвета, то понадобится либо швейная нить, либо хлопковая ниточка для того, чтобы фиксировать колпак на голове игрушки несколькими стежками. Нам понадобятся глазки блестящие на безопасном креплении. На этот раз я буду использовать зеленого цвета. У первого гномика я использовала красного цвета. Размер 14 миллиметров. Нам понадобятся ленточки. Я еще не определилась, какую я ленточку завяжу этому гномику. Либо вот такую красную, либо вот такую. Не знаю, не слишком ли она широковатая будет. Посмотрим, когда свяжем гномика. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Прежде чем начать вязать, хочу обратиться к новичкам моего канала и гостям моего канала. Перед началом вязания обязательно посмотрите 2 моих видео, одно из которых называется «2 способа вязания плюшевая пряжа» и второе вязальное видео «Шпаргалочка». Эти 2 видео находятся в плейлисте, который называется «Амигуруми полезности». Там вы найдете для себя очень много всего полезного, которое пригодится при вязании данной игрушки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочку на этот плейлист я размещу в описании под этим видео и здесь вот в уголке. Вяжем ручки. Берем плюшевую пряжу в цвет ладошек, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5 и 6. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. И далее вяжем одну прибавочку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Повторим так еще один раз. И в этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Следующий ряд вяжем без изменения, 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отмечаем маркером и в следующем ряду вяжем в первую петлю, провязываем 3 столбика без накида, 1, туда же 2 и туда же 3. И до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем в начале ряда 2 убавочки подряд. Первая убавка, вторая убавка. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Последний столбик вот этого ряда слегка распустим, на нем мы будем переходить к зеленому цвету. Итак, берем плюшевую пряжу зеленого цвета. Камера моего телефона, к сожалению, не передает настоящий цвет этой пряжи. Он не такой зеленый, как показывает камера. Здесь такой красивый, изумрудный. Итак, довязываем зеленым цветом последний столбик без накида. И следующий ряд будем вязать за задние стеночки петель. Вяжем 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Бежевую пряжу отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Следующий ряд вяжем без изменения, 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, слегка вытянем петлю и наполним ладошку наполнителем. Наполняем средней плотности. Наполнили, далее сделаем обвязочку ворсистой пряжи, либо же просто белой плюшевой пряжи за передние стеночки, которые у нас остались не задействованными. Сначала зафиксируем
рабочую нить соединительной петлей. И вяжем 8 столбиков без накида. В ту же петлю, там где мы сделали соединительную петлю, можно провязать первый столбик без накида. Рабочую нить сильно не натягиваем, чтобы обвязочка получилась пушистой. В конце ряда делаем соединительную петлю. Ниточку рабочую протягиваем и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Хвостики завязываем на узелочки между собой и прячем вовнутрь ручки. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Продолжаем наше вязание. Последний столбик слегка распустим. На нем мы будем переходить к белому цвету. Дальше у нас будет чередование цветов. Будем вязать 2 ряда белым цветом и 2 ряда зеленым цветом. Итак, присоединяем рабочую нить белого цвета, довязываем последний столбик без накида. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. 8 столбиков без накида в каждом ряду. Восьмой столбик не довязываем до конца, на нем мы будем переходить к зеленому цвету. Здесь, кстати, пряжу уже отрезать не надо, будем просто вот так вот отодвигать в сторону и переходить к следующему цвету. Итак, далее мы вяжем 2 ряда без изменения, в каждом ряду по 8 столбиков без накида зеленым цветом. Кстати, маркер я сняла, потому что он мне здесь мешается. И по ходу вязания наполняем ручку наполнителем средней плотности. Только вот последние 4 ряда мы оставим незаполненными, чтобы ручка хорошо прилегала к туловищу игрушки. Провязали 8 столбик без накида, не довязываем его до конца. Отодвигаем зеленую пряжу в сторону, подхватываем белую пряжу и довязываем 8 столбик без накида. Следующие 2 ряда вяжем белой пряжей. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. 8 столбик без накида 2 ряда не довязываем до конца. На нем будем переходить к зеленому цвету. Провязали 8 столбик без накида, у нас не довязанный. Отодвигаем белую пряжу, подхватываем зеленую пряжу, довязываем 8 столбик без накида. Белую пряжу можно будет уже отрезать и завязать на узелочки с зеленой пряжей. И вяжем 2 ряда без изменения зеленой пряжей. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам. Я 8 столбик без накида полностью распущу, чтобы вязание равномерно сложилось пополам. Вот так. И теперь вот эти вот 2 ряда провяжем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2. Последний столбик я провяжу крючком меньшего размера. На конце у нас 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем рабочую нить, далее заводим крючок в крайнюю петелечку, протягиваем рабочую нить, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе, протягиваем нашу рабочую нить, отрезаем, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Одну ручку мы с вами связали, это у нас правая ручка. Левую ручку вяжем точно так же, но с одним нюансом. Для того, чтобы спрятать вот эти вот переходы цветов на внутреннюю сторону, на левой ручке, в 8 ряду, там где мы вяжем за задние стеночки петель,
переход цвета надо будет делать со второй петли. То есть, когда мы начинаем вязать за задние стеночки петель, мы продолжаем 2 первые петли вязать бежевым цветом. Вяжем 1 столбик без накида, вторую петлю вяжем бежевым цветом, не довязываем ее до конца, и вот здесь мы делаем переход цвета, переходим к зеленому цвету и довязываем до конца ряда зеленым цветом еще 6 столбиков без накида. И далее уже по описанию, по схеме. И получится, что на левой ручке переход будет на этой стороне. Далее свяжем ушки. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 прибавочка. Такую комбинацию повторим еще один раз. И в этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 3 столбика без накида. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вот эти вот 2 ряда вместе 3 столбиками без накида. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ушка. Одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса Baby Gnome. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!